Привет, друзья! Сегодня у нас продолжается путешествие в поисках интересных сортов улунов. Ездим с юга провинции Фудзянь на север провинции Гуандун. Сейчас мы добрались до Фэнхуанчжэня. Это родина улунов Даньцун, или одиноко растущий куст, дословный перевод. В принципе, если посмотреть на плантации дацунов, очень легко их определить и отделить от остальных улунов. Действительно видно, как вот такие отдельные кусты. Они даже если растут плотными рядами, все равно каждый куст отдельно просматривается. Именно это характерный внешний вид плантации даньцунов. На самом деле даньцунов тоже огромное количество видов, аналогично как и других улунов на севере Фудзяне, на юге и не только на самом деле, потому что улуны выращиваются во многих менее известных районах, которые мы как раз в этом году посетили. Сегодня мы здесь в поисках каких-то новых тоже поставщиков, новых фермеров, новых заводов. Будем тоже ездить, смотреть, что есть. Вчера ночью тоже заехали на пару фабрик, познакомились. Тоже какие-то новые интересные знали сорта, которые даже раньше не попадались. То есть всегда есть что нового найти. Тут, кстати, плантация достаточно интересная. Вот там наверху видно такой желтоватый цвет у побега. Это сорт Хуандинье, или желтый золотой лист, золотой лист, дословный перевод, который, в принципе, больше всего известен как сырье для производства зеленого чая. Именно в Аньзи, откуда он пошел, и дальше он начал распространяться по Китаю. Такой своеобразный новый сорт. Тут тоже, я так понял, что это гибрид, видимо, даньцуна, то есть он немножко отличается от того Хуандинье, который мы знаем в провинциях, где делают зеленый чай. То есть всегда что-то новое, причем буквально в прошлом году я здесь тоже был и конкретно, может, просто не обратил внимания на сбор именно этого сорта. То есть всегда что-то так динамично меняется. Нам повезло с погодой, сейчас так и нет дождя, и нету сильного солнца, поэтому сегодня тоже собирают чай. Сегодня не так жарко, можно немного погулять по горам, а при этом еще сейчас продолжается самый последний сбор, то есть уже, по сути, сейчас середина мая, самый-самый, как говорится, DRP, как говорится, второй, этап сбора, потом будет перерыв и идет уже летний чай, который где-то собирают, где-то нет. Здесь внизу мы сейчас не на самом пике Удун, мы сейчас внизу чай будут собирать, скорее всего, летом тоже, но Удуне делают только раз в году. Только вышло солнце, и сразу же просто тут же включается такая серьезная жара, и понимаю, что действительно правы большинство фермеров, которые говорят, что сейчас жарковат этот год, и с ароматом чая, особенно второго сбора, так не очень. Правы не все, потому что мы вчера ночью, как раз я говорил, заезжали на одну фабрику, и мне показалось, действительно очень сильно повезло, потому что сейчас мы были в 3 местах, пробовали чай, и везде мне чай вообще не понравился, мы там ничего не купили, то есть какой-то он аромат слабый, и какая-то, все в нем не так. Действительно, бывает такой момент случая, когда целый день ездишь, помню, как в прошлом году тоже в Илишань, на Тайване тоже ездили целый день, там что-то, может, 10 или даже больше посетили разных ферм, вообще нигде чай не понравился, только в одном месте с трудом что-то там. А тут конкретно плантация Давуе, мы сейчас в окрестностях Фэнхуана, сорт Давуе или большой темный лист. Зимой, кстати, из него делают тоже сюэпянь, снежный лист тоже называется. И он более ароматный, кстати, чем весенний сбор, прежде всего из-за прохлады, потому что когда слишком жарко, побег растет очень быстро, и, соответственно, он не успевает набрать нужную силу. Но опять-таки, возвращаясь к вчерашней истории, я нашел человека вчера, который умеет работать с сырьем. То есть мастерство имеет очень большое значение, и если технолог грамотный, то он знает, что нужно сделать для того, чтобы все-таки умудриться достать аромат из листа, который, когда сырье не настолько идеально, насколько хотелось бы. Поэтому очень рад, что вчера удалось найти несколько таких цинсянь сортов, и Давуе, и парочку других еще. Нуансянь тоже очень неплохой, который, мне кажется, если в сравнении с остальным урожаем этого года, очень классный. Здесь, кстати, плантация конкретно, как я говорил, здесь Давуе, а рядом видно даже по размеру листа и по другой фракции, да и просто по форме куста, по всему. То есть все отличается. Несколько других сортов. И это, в принципе, такая особенность вообще Фэнхуана, особенно если говорить о каких-то небольших фермерских хозяйствах. Они стараются делать упор не на одном каком-то сорте и прям там один сорт выращивать, а сразу много и всего по чуть-чуть. Это вообще такая особенность именно конкретно Гуандун.
гвандуна, поэтому здесь вот можно увидеть там буквально несколько грядок, там раз чай, два, то есть вот то, что я вижу вокруг, минимум 6-7 разных сортов. Вот это как раз та причина, по которой часто очень гвандунцы там что-то где-то купил, все, его уже нету. И опять надо искать. Вот это такая сложность именно. Но это локальная особенность, потому что и в других провинциях, и в других чайных местах можно видеть то, что, как правило, один фермер любит заниматься каким-то одним сортом, более стандартизировать свое производство. Вот, а здесь же как раз абсолютно обратная история. В большинстве случаев, хотя и бывают исключения. Несколько лет назад мне уже доводилось стоять в этой оградке. Выглядела она немножко более скромно, но также заброшена. Мы сейчас находимся уже очень близко от вершины пика Удум. И здесь росло, вплоть до прошлого года, знаменитое дерево Соншу. То есть чайное дерево, которое здесь жило по легенде, но и по измерениям возраста со времен династии Сун. То есть ему было более 600 лет. И в прошлом году это дерево погибло. То ли заболело, то ли еще что-то, но, в общем, так или иначе, дерево погибло. И теперь дерева больше нет. Можно сквозь ограду здесь увидеть вторую ограду, которая осталась от того дерева, там такие леса, дерево, все. Так что у нас получился наш старый фильм про Чао Джоу, один из первых фильмов. Это такая уже теперь живая история, потому что мы как раз тогда успели посмотреть немного на само это дерево, и его уже, оказывается, нет. Здесь, кстати, рядом по-прежнему еще растет довольно-таки много действительно старых деревьев, которым там по несколько сотен лет, но они не такие старые, и тут такая умерла легенда. Вообще, не только здесь, но и в Юннане тоже, когда вот так вот погибает какое-то очень старое чайное дерево, это всегда такой локальный траур. То есть, например, тоже дерево, которое погибло вот большое на горе Бада, там обвязывали красной лентой, значит, носили в музей и так далее. Не знаю, сделали здесь так или нет, но так или иначе, в общем, деревья эти сейчас стараются оберегать настолько, что даже огородили еще дополнительно целую территорию, где растет еще несколько деревьев. Вот можно увидеть конкретно здесь одно дерево тоже ему, по моим ощущениям, ну, минимум лет 300-400 точно, потому что оно очень высокое, и основание вот такое вот. То есть тут таких деревьев много, и стараюсь сейчас сохранить хотя бы те, которые остались. Как я уже как-то рассказывал ранее, на Фэнхуане, именно на пике Удум, на родине даньцунов, несколько чайных садов, вот таких вот именно с древними чайными деревьями. И тут очень часто сорт каждого такого дерева – это нечто отдельное. То есть он там буквально бывает 3-4 больших дерева, это уже отдельный сорт чая. Поэтому именно здесь, чем выше к пику, чем выше к вершине, тем больше каких-то сортов, которых там буквально там одна маленькая плантация там, или там еще что-то. Больше этих деревьев, когда они умирают, получается, их больше нету. Если их не черенкуют, не размножают, часто бывает, что какие-то сорта просто пропадают, потому что деревья умирают. Такая вот интересная история, поэтому некоторые сорта чая со временем могут стать, скажем так, реликтовыми. Не думаю, что это будет массово, потому что так или иначе от этих деревьев и черенкованием, и семенами их размножают, но так или иначе, как говорят местные тоже, когда пробуют сажать семена даже какого-то старого дерева, сажают, выращивают, и вкус другой. Так же, как аналогично это в Юннане, вот со старых деревьев чай другой, также это здесь в Фэнхуане. Поэтому все гвандунские луны именно самые высокогрейдовые, да, которые уже ценятся, скажем так, очень сильно отличаются они от тех, кто растут внизу, и по вкусу, и по аромату, и по воздействию, абсолютно по всему. Но самое главное, это у них действительно это очень такой вот сильный аромат, который держится от пролива к проливу очень долго, и это действительно такое очень мощное отличие. То есть сколько ты не пробуй вырастить такое внизу, это уже не получится. Как я уже говорил, к сожалению, гибель старых чайных деревьев – это неизбежная вещь. И здесь конкретно вот еще одно тоже очень старое дерево. Тоже его называют Сун-ча, то есть чайное дерево династии Сун, хотя не обязательно оно из династии Сун, но как минимум несколько сот лет это абсолютно точно. И тоже погибло. Даже видно, тут какое-то небольшое количество листиков есть, но в целом оно уже все, оно высохло. Видно, что его поел короед, дерево погибло. И вот так их сохраняют, то есть эти деревья не дают им просто гнивать, их выкапывают, когда понятно, что дерево уже точно не выживет там ближайший год-два. И все, и что-нибудь из него делают. Не знаю, что конкретно решили делать местные хозяева из этого дерева, но так или иначе его очень старательно выкопали вместе с корнем и сохранили, видимо, для того, чтобы в дальнейшем сделать какой-то артефакт.
нас ответственный день. Мы выбираем новые гуандунцы. Уже, в принципе, немножечко выбрали, побывав в нескольких семьях фермеров. Как я уже говорил, парочка, даже троечка нам не очень понравилась. А сейчас приехали к дядюшке, у которого мы уже брали чаек в прошлом году. Чай у него был очень неплох, поэтому мы сейчас вернулись к нему снова. Сейчас дегустируем несколько свежих чаев этого года. Весенний Ешисян у нас здесь. Второй это у нас Дауе, большой темный лист. В принципе, это, пожалуй, два самых распространенных таких сорта вообще в целом в Фанхуане непосредственно. Ну, еще Мелансян, пожалуйста, может добавить. Сейчас мы нальем. Сейчас мы немножко их промоем. Да, сейчас оценим, как у него чай. В прошлом году мы как случайно к нему зашли, и оказалось, что у него есть пара-тройка весьма интересных лауча, которые мы с вами тоже умудрились попробовать. Пока что-то аромата мало. Посмотрим, что получится дальше. Дауе, кстати, неплохо. В общем, вердикт такой, что чай в этом году у него грустный. Поэтому пойдем искать туда, где он будет веселей.